Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Андрей Золотарев, украинский политтехнолог, на связи прямо сейчас. Андрей Владимирович, приветствую вас. Приветствую вас, Александр, приветствую зрителей. Очень много, скажем так, эмоций, очень много, собственно, событий, заявлений, и вроде как, несмотря на апокалиптический, давайте будем честно, скажем так, ну вот этот вот период с ночи, со вчерашнего дня, там, с сегодняшнего, там, позавчера было сорвано вот это перемирие, которое Зеленский объявлял, вроде как начинает рассасываться. Смотрите, тут и Фица поедет в Москву, вроде как на парад не поедет, но будет в Москве, встретиться с Путиным и передаст, Фица передаст, собственно, Путину, что Зеленский хочет закончить войну. О том, как он хочет закончить войну, все, в принципе, видели. Зеленский отработал дронами достаточно мощно, скажем так, и прикрыл, ну, сейчас налаживается этот процесс худо-бедно, но юг авиасообщения России ударил опять по Перми, ударил, в общем-то, и на дроны на Москву летели. Короче, собственно, вроде как начинается какая-то, вот, скажем так, движуха в сторону выпуска пара. Но тут Рубио выходит и говорит: слушайте, а мы думаем, чтобы вообще выйти из переговоров. Короче, пасьянс такой, достаточно зловещий складывается. Все это будем обсуждать сегодня, друзья, в прямой эфир, прямо сейчас. Ставьте лайк, не забывайте подписываться на Золотарева, чтобы поучаствовать в прямом эфире, вопрос задать и что-то обсудить, какую-то деталь или что-то, какой-то свой вопрос. Это вот есть несколько путей. QR-код, который возле меня, это прям на экран можно вывести, если работает сервис, и канал поддержать копейкой. Ну и, конечно, собственно, увидеть, никого не дожидаясь, свой вопрос на экране. С этих вопросов будем начинать. Конечно же, в сообществе YouTube абсолютно открыто, под анонсом нашей встречи традиционно. Есть клуб зрителей Шелеста, такое камерное сообщество, там тоже можно свой вопрос задать. И чат-трансляции его, этот чат-трансляции мы, естественно, вот в самом конце запустим, мы будем с ним общаться, поэтому, друзья, дотерпите, кто в чате, а лучше проголосуйте в вопросе. Он сегодня такой: дойдет ли до тотальной войны между Россией и Украиной? Варианты ответов: уже дошло, нет, обойдется, но еще потянется сама война, вот эта тягомотина. Третий вариант: когда будет готова и включится Европа вот полноценно в большую войну, тогда уже будет эта тотальная война. Сейчас вот это вот все, скажем так, до этого момента. И третий и четвертый вариант: скоро вообще полноценный мир, о чем вы? Эти все танцы, это как-то темная ночь перед рассветом. Четыре варианта, какой выберете вы и, собственно, как эту историю правильно выстроить, большого такого огня перед 9 мая. Ну, смотрите, я боюсь, в этот раз буду в меньшинстве, но я думаю, что до тотальной войны в ее классическом понимании не дойдет, поскольку тотальная война у нас обычно ассоциируется у людей с фолькштурмом, призывом 14-летних мальчишек и стариков, которым хорошо за 60 в ряды фолькштурма, но тотальная война, ну, это то, что звучало от Геббельса. А тотальная война – это когда объектом военных ударов становится все гражданское население. Да. Не делят уже на комбатантов, не комбатантов. Я думаю, до этого все-таки не дойдет. Хотя уже ряд экспертов отмечали, что в этой войне процент жертв среди гражданского населения меньше, чем, допустим, в корейской, во вьетнамской войне. Поэтому вот, надеюсь, что вот за эти рамки все не выйдет. И, собственно, что касается 9 мая. Но здесь наблюдаем классическую ситуацию, когда информационно-пропагандистское сопровождение вот этой войны, оно шагает на несколько шагов впереди военной составляющей. Вот это ИПСО встречное мы видим вокруг того, что происходит последнюю неделю. Ведь градус взлетел после чего? После прилета в жилой комплекс на улице Мосфильмовской. Там, правда, в каком-то эфире я там говорился, там, не перепутал стоимость квадратного метра со стоимостью квартиры в этом довольно пафосном жилом комплексе. Большая такая башня, но 6 километров до Кремля, до центра Москвы. И это действительно сразу показало то, что 9 мая могут быть гости. И здесь
Знаете, вот, в истории был уже такой прецедент, когда Китай тысячу раз предупреждал американских империалистов и гоминдановцев. Последнее китайское предупреждение стало такой стойкой идиомой, то есть угрозы, которые ты не можешь исполнить. Вот и в этот раз какой-то фестиваль вот этих угроз, ну ладно, там Захарова по должности, кажется, положено. Но когда вроде бы такой серьезный мужик, Кушаков, олдскульный все-таки дипломат, э, в этом же году, ну, спрашивается, это что? Ведь когда хотят ударить и ударить крепко, обычно не предупреждают. Ну, а тут вот, и если испортите нам парад, то мы, ну а если удары будут по другим регионам, в которых наверняка образовались бреши, ибо к 9 мая, судя по всему, все, что можно, будет подтянуто в Подмосковье и в Москве, обеспечить безопасность. А это, ну, мы видим, уже по Ростову прилетело диспетчерский центр авиадвижения. Тот, который еще со стародавних времен, но, по крайней мере, люди сидят во Внуково уже не, там, много часов, и полетов нет. Если нарушена, не работает диспетчерская служба, это паралич авиационного сообщения, то есть уже последствия налицо. Другой момент, конечно, бравирование со стороны Зеленского и провоцирование обострения в этой ситуации. Ну, мог бы... А зачем ему это обострение? Ну вот Ну, давайте так, вот я все-таки хочу, мы сейчас поговорим там про детали. Да, там прилетело, и действительно попали в этот центр, и внутри разворотило, это все уже как бы есть и на видео, и понятно, что быстро там нельзя переключить на другие, скажем так, диспетчерские пункты и на другие станции, да, с вот этого неба, контроля, да, за логистикой неба. Ну, давайте так, ну, уже начинают восстанавливать эту историю, там худо-бедно, там со скрипом, ну, идет. Ну, опять-таки, вначале, если честно, то как бы вот это вот немножко даже напугало, и я так немножко так прозрел. Одно дело там дроны, вот это все неудобства, эти все моменты, удары, прилеты, и никто же не сбрасывает со счетов угрозы ударов по центру Киева, да, то есть это уже новый уровень эскалации. И фактически там читалось, и вчера читалось, и у Захарова, и везде, что это угроза лично Зеленскому. То есть тут конкретные вещи, тут уже гарантии безопасности обнулились и все. Но тоже вот очень важный нюанс. Однако, да, вот мы видим, что они же ввели вот эти сначала до 12 числа бесполетную зону. Бесполетная зона над Капустиным Яром. Нет, не над Капустиным Яром, в принципе на юге России. А это уже означает, что у нас прям запускается эта эскалация. Вроде говорят, нет, отменили, будут запускать понемногу авиасообщения. Короче, терпят со стороны России, чтобы не впуститься там условно во все тяжкие. Но зачем Зеленскому доводить до вот этого предела? Ради чего? Ради того, чтобы США взяли и ушли? Потому что, ну, Ушаков четко сказал, уходите из Донбасса, а так смысла нет. Понимаете? О каких-то так гуманитарных вопросах рассказывает Зеленский. А вот там с Умеровым поговорим, ждем Виткова опять и Кушнера. Конечно, теперь можно, пускай приезжает Витков и Кушнер. Если вот, я так понимаю, вопрос поставлен ребром, уходите из Донбасса. Знаете, вот можно сколько угодно рассказывать о том, что большинство вопросов решены, но остался главный. Если главный вопрос не решен, то какой смысл говорить о второстепенных? И, судя по всему, здесь подвижек пока до конца мая точно не будет. Вопрос в другом, том, что Зеленский откровенно говоря, бравирует, демонстрирует то, что ему не боится Путина и плевать ему на Трампа. Но то, что неделю назад накачали Владимира Александровича потужностью, и он вот с этой потужностью он вернулся сюда и пошел чудить. Ну, уже если бы троллил, как бывший шоумен, ну, пообещал бы отправить беспилотники с открытками к 9 мая. Вот. Ну, а то ж для военных, поди знай, все равно бы тут эффект двойной был бы, если без боевой части и действительно с открытками, ну, что ж, а стрельба по беспилотникам, согласитесь, это не лучший фон для торжеств 9 мая. И, опять же, военная составляющая. Ну, разнесут центр Киева. Ну,
Это Владимиру Александровичу только в руку. Он поедет по европейским столицам живописать. Подождите, тут Э, же очень важный момент. Ну, ударят по параду, а и дальше что? Нет никакой военной, чисто пропагандистская составляющая. Вот мы не боимся, и мы вот долетаем, и мы в параде участвуют украинские дроны. Что туда может полететь? Лютый, там Firepoint 1, там Бобер, ну, там есть. И причем сейчас выпуск пошел такими товарными партиями, 200-300 этих девайсов в сутки. Поэтому дефицита в дальнобойных дронах нет. Но, скорее всего, все-таки они полетят не на парад, а полетят в это другие регионы. Но парады отменены в 15 регионах России, как бы там ни было. Поэтому говорить о том, что ни о каком традиционном формате речь уже не идет. Празднование Дня Победы. Поэтому, судя по всему, оно полетит таки по там, где будут бреши. И, судя по всему, в ответ что-то полетит по Киеву. Но я думаю, что не так апокалиптично, как рисуют. Но ядерки точно не. Мгм. Ну, смотрите, тут же какой момент. Тогда к чему вот это вот, ну, Деза, не Деза, непонятно, к чему вот эта информация, что Фица будет договариваться о том, что Зеленский хочет закончить войну. Как? Ну, как? Вот у меня возникает вопрос, как? Когда все идет к эскалации, знаете, но Трамп, как бы его команда, это отдельная тема, а вот Фица, ну, он никогда не блистал дипломатическими талантами, не просто человек с, будем говорить так, не самый выдающийся политик, чтобы он там что-то мог договориться. Ну, в этом плане тот же Орбан, ну, там, видимо, с Орбаном уже личняк, глубочайшая личная взаимная неприязнь Зеленского и Орбана, но с Фицо так жестко горшки не били. Хорошо. То есть, ну, к чему тогда американский, скажем так, выпад Рубио? Это для того, чтобы успокоить Зеленского? Получится? Нет, ну и так все понятно, то, что ближайший вот, май месяц у Соединенных Штатов масса другой головной боли, о чем говорить Си Цзиньпина, не имея козырей на руках, как выпутаться из ситуации с Ираном, поскольку для Соединенных Штатов тот вариант, условно говоря, договориться, а договориться можно только на условиях худших, чем те условия, на которых договорился в 2015 году Обама. Ну, перемога чи зрада в этой ситуации. И, естественно, все это на фоне неумолимо приближающихся промежуточных выборов и довольно стрёмной для республиканцев ситуации. Рейтинги Трампа на сегодняшний момент, пожалуй, среди за 50 лет на экваторе президентского срока хуже было только у Джимми Картера. Там, кстати, тоже иранский фактор. Захват американских заложников, неудачная операция по освобождению. Ну, в итоге триумфальная победа Рейгана. И у Джорджа Буша-младшего. Но чем грозит этот выход Соединенных Штатов? Ну вот смотрите, опять-таки, определенный там демарш от России прозвучал. Так а что по Донбассу? Ну вот тут же сейчас очень тоже интересно. Зеленский едет на фронт. То есть, как бы одно дело, когда ну или как говорят, он едет на фронт. Мы до конца не знаем, может там это консерва, потому что неоднократно вскрывалось, что он не тогда, когда об этом сообщали, на передовой. Но тем не менее, записывает видеообращение на фоне какой-то посадки и говорит, что вот Не на мы фоне стелы с названием города. на фоне посадки говорит о том, что все-таки мы будем действовать завтра зеркально. То есть, я так понимаю, что 8 мая Зеленский не празднует, а 9 мая все-таки праздник. Вот. Я думаю, все-таки будет какой-то такой промежуточный вариант. И убежден, что того апокалипсиса, которым пугают, там уже гуляет и карта Киева, где там россиянин, Верховный Совет. Ну, нет в Украине Верховного Совета, есть Верховная Рада. Точно так же, как
имя собственное. И поэтому, когда показывают эту географию, непонятно, что Япония такого плохого прямую сделала, что там посольство Японии попадает, там СБУ на Владимирской, ну, а посольство Соединенных Штатов все-таки 6 километров от центра города, там, особняки. И где вот эти центры принятия решений? Ну, точно, знаю украинскую политику, не в Кабмине, не в кабинете министров принимаются решения. И Так а даже что не всегда. посольство? Смотрите, все сейчас крутят и вертят китайским посольством. Американское посольство там обезглавлено, то А в есть том-то и дело, да. А как это раз же тоже очень резонансный выпад. Как бы все, временное поверенное говорит, до побачення, и, в да. общем, укатывает, ждут следующего посла. Ну, Джули Дэвис это тоже отдельная история, ведь там, правда, американцы начали никакого конфликта, протеста против политики Трампа в Украине, в отношении Украины нет, что все хорошо, все прекрасно, но когда дипломат, карьерный дипломат с 30-летним стажем вот так берет и уходит, это тоже это демарш, да, маркер. И понятно другое, о том, что, судя по всему, следующего посла будут Соединенных Штатов в Киеве будут подбирать Кушнер и Витков. Похоже на то. Даже не Рубин, Кушнер и Витков. И вот это большая интрига. Кто сюда приедет? И посмотрев послужной список, можно будет понять, на что будет нацеливаться этот посол. На тайные операции, на дипломатию или будет даже статистом, плыть по течению. Посмотрим. Вот. И пока, учитывая то, что китайское посольство действительно там меньше 500 метров от Верховной Рады, ну, интересно, если прилетит, там промахнуться и вместо Верховной Рады прилетит по посольству Китая. Вот какая будет морда лица в такой ситуации. Вот. Поэтому ждем, надеемся, что обойдется без там, масштабных провокаций, кровопролития. Вот это действительно всенародный праздник, который, несмотря на то, что в Украине его точно так же, как и многое, отменили, плюнув на память своих дедов, прадедов, которые воевали в рядах Красной Армии, а воевала все-таки чуть-чуть побольше, чем в УПА, даже если сложить с 14-й дивизией ВАП НСС Галичина, с формированием Боровца, все равно это десятки, многие десятки раз больше. Более 4 миллионов украинцев служили в Красной Армии. Как бы там ни было, но к памяти предков, неважно, правы они не правы были, но памяти предков стоит относиться с уважением. Вот, в том числе, Ну так смотрите, память предков и уважение — это вообще отдельная тема этого 9 мая. Зеленский называет это какой-то годовщиной. Ну, собственно, в Украине, понятное дело. Кстати, это вот очень специфический момент. Я вот хотел на этом акцентировать. Мы сейчас вернемся к политике, к вот этим переговорным танцам. Но это прям надо остановиться на этом. Смотрите, а нет никаких вот этих торжеств, ну или каких-то там, да, памятных мероприятий, связанных с вот этим маком, символом 8 мая. ну, это же был такой транзитный вариант. А все двигалось к отмене. И вот почти получилось, тем более в условиях военного положения, когда запрещены какие-то массовые акции, плюс на любого, кто там пойдет, цветами могут и рагультерьеров натравить. У нас их хватает. При дефиците живой силы в рядах ЗСУ хватает таковых подментованных активистов. Ну, понятно. Ситуация, по-моему, понятна. То есть произошла отмена. Это не совсем чистые ручки залезли, и в том числе и в политику памятных дат. Ну, тоже, как говорится, и 9 мая, и 1 мая, и Рождество похитили. Ну, Андрей Владимирович, хорошо. Вернемся все-таки к очень интересному визиту, к политической части, визиту интересному Умерова к Виткофу.
Слушайте, вообще непонятная история. Сегодня выходит Подоляк и говорит о том, что нет, мы не будем по сливам всяких пленок там принимать какие-то большие решения. Мол, ерунда это все ваши пленки. А если ты считаешь нет, то рука Кремля, негодяй. Мгм. Значит, но Умеров, я вот прям вчера прям распереживался, слушайте. Но вообще это, конечно, позор для целой страны, потому что пленки с ним пленки опубликованы, где он фактически помогает отмывать бабло, и это из пленок исходит, это прям надо быть, не Вот. знаю, тупым, чтобы это не понять. И он, собственно, в этот решающий пиковый период, когда вот это перемирие, не перемирие, парад, удар по центру Киева, и он о чем-то беседует с Виткофом, что-то доносит или что-то воспринимает, чтобы донести до Зеленского. Но это какой-то лютый позор. А чего его не уволили? Ну вот, это для меня загадка, поскольку ясно было, что второй акт марлезонского балета, точнее выброса вот этих записей, он был вполне акцентирован и нацелен на смещение Умерова. И казалось бы, по всей логике, учитывая то, что сейчас висит по-прежнему вопрос с 90-миллиардным кредитом, я же говорю о том, что так с куста не отслюняют те 30 миллиардов, которые должны зайти в бюджет Украины. И более того, сейчас выдвигают еще в меморандуме такие условия, что э, Зеленскому надо будет думать, превращаться ему в английскую королеву. Вот, если вы помните условия, остаться, ну, скажем так, рассчитывать на то, что авось как-то рассосется и, может быть, к концу лета дадут. Но к концу лета явно будут катастрофические последствия для финансовой системы Украины. И вот на этом фоне такой игнор, вот, э, там, не будем поддаваться давлению и так далее. Ну, с огнем играют. Похоже, что вот, затевается какая-то комбинация. Но я рассчитывал, том, что все-таки по логике свалили Ермака, подвинем ИЗ. Вот. Ну, а сначала надо убрать Умерова. Но пока еще сопротивляются. Ну и факт того, что вышел Подоляк, не означает того, что сегодня это так, а завтра на ясном глазу делает вид, что он этого не говорит. По поводу ситуации, вообще, в которой оказалась Украина, сегодня такое резонанснейшее заявление сделал Игнат, да, из Ну, воздушных сил. ракет нет. Говорит, Ракет нет. нет вообще ничего, пустые. ПВО нет. У меня тогда возникает обычный, простой человеческий вопрос. А к чему тогда вот эти танцы? Раз ты там обстреливаешь, бьешь везде, а у тебя ракет не хватает. То есть это о какой стратегии говорит? И на что тогда расчет? Ну, надеюсь, Игната не обвинят в том, что он нарративы Кремля озвучивает. Ну, ведь и ранее, так, те, кто предупреждал, говорят, что с ракетами для ПВО у нас швах, и не только для систем Patriot, но и для NASAMS, для IST, все очень грустно выглядит, предельно грустно. Это же не говоря о том, что, ну, ладно, там, Patriot там может там, несколько, 2-3 ракеты на один Искандер, а с крылатыми. Ну, то есть и Украина оказывается в плане ПВО в очень уязвимом положении. И действительно, если полетит по Киеву, то боюсь, что сбивать может оказаться нечем. И перспективы абсолютно не радуют, учитывая то, что львиная доля того, что сейчас выходит из цехов Raytheon, Lockheed Martin, оно пойдет туда, на Ближний Восток, замещать то, что использовано, но не в Украину. Мамба, этот Сампти, франко-итальянский комплекс, который тоже может перехватывать баллистику, но у него дальность несколько ниже, это средней дальности комплекс. Он уступает Патриоту. Там тоже производство ракет довольно такое штучное, вот, на поток. И сами по себе эти комплексы там,
в ближайшее время не пополнят украинское ПВО. Вроде бы Германия пообещала ввести, но там тоже дефицит. Пока европейский ВПК не в состоянии заместить. Германия производит ракеты-перехватчики, но тоже в очень ограниченном количестве, до Patriot. Вот. Поэтому ситуация на ближайшие месяцы выглядит весьма тревожной. То есть будет прилетать и... Подождите, Да. у меня сразу вопрос. А как они собрались с Россией воевать? В большую войну? А как? Без ПВО? Ну, были же моменты в 22 году, когда банально нечем было сбивать. То есть старые запасы истощились, но новое еще не пришло. Были такие моменты. Ну да, без ПВО, по сути, что-то будет приходить. Допустим, те же АИМ-120 для НАСА ими же оснащаются F-16. Возможно, да, будут сбивать крылатые ракеты. Но вот с противодействием баллистики все очень плохо. То есть баллистика будет летать. Вот это надо, ну, как бы, это надо принять как данность и просто предупрежден, вооружен. Значит, если мы окунемся немножко в эту подноготную украинскую такую закулису, Кабмин только что сообщили, Украины направил 1 370 000 000 гривен на вооружение и технику в рамках изменений в бюджет этого года. Значит, 107, это Свириденко сообщает, 174 миллиарда гривен на выплаты военнослужащим. Странная какая-то получается логика. То есть ПВО нет, взять негде, зарплаты военным подняли, вот эти вот Деньги еще не триллионы, пришли. Да, а деньги еще не пришли. триллионы выделили. Так а что выделила Свириденко? И самое интересное, да, вот связано ли это со вчерашним, ну, достаточно резонансным заявлением Зеленского о том, что теперь ЧВК будет ну, активно проталкиваться в законодательном поле внутри Украины? Ну, главное, чтобы государство держалось подальше от этого. Его эффект Мидаса, то есть антимидас, все, к чему прикасается наше государство, превращается в дерьмо и коррупцию. Вот и так же и будет и с ЧВК. ЧВК, ну, это напрашивается решение, хотя вот не только Украина, но та же Колумбия, это страна, где избыток людей, умеющих обращаться с оружием, имеющих опыт боевых действий. Там 30 лет шла партизанская война с ФАРК, левые повстанцы, такие троцкисты латиноамериканские. И вот они охотно едут в качестве таких наемников, и для Колумбии это стало проблемой. Уже там президент Пьетро, кстати, сам бывший партизан, открещивается, что вот это надо как-то остановить и так далее, но у нас будет та же проблема. Закончится война, несколько сот тысяч человек, имевших реальный опыт войны, то есть видевших, операторы беспилотников, снайперы, штурмовики, ну, будут искать применение своим силам и талантам. И поэтому тут, кажется, ЧВК в руку. Но мы тут же не оригинальные. У нас почему-то сразу стали на Вагнер равняться. А достаточно вспомнить Blackwater, правда, потом ну, американская компания, которая после скандальных ну, и трагических ситуаций в Ираке переименовалась в Академию. Вот классический пример. Единственное, конечно, проблема того, что опять же, ЧВК требует изначально очень больших стартовых вложений. Экипировка, вооружение, средства связи, транспорт – это многие миллионы долларов. Кто этим займется? И я боюсь, что ЧВК у нас превратятся в такие частные олигархические армии. Не для использования за рубежом, а здесь внутри. Вот это то, что да, такая перспектива, скажем, то, что у нас люди, прошедшие фронт, будут пополнять армии наших местечковых феодалов. ЧВК. И поверьте, деньги найдутся на эти цели. Андрей Владимирович, хорошо, вернемся все-таки к, скажем так, главному и самому острому. Это ситуация с завтрашним обстрелом, который там
будет, не будет, и в принципе. Сейчас какая-то очень странная идет игра, она вот такая, на тоненькую на самом деле. А, Я хочу, чтобы вы разобрали, и мы с вами попробовали задуматься о природе вот этой игры. Смотрите, говорят, вот Путин Москву защищает, а все остальное не защищает Россию. А разрешит ли Зеленский или не разрешит парад? То есть такие вот вбросы абсолютно, ну, скажем так, Ну, абсолютно идиотские. Потому что, если честно, то как бы выглядит все так, что а вообще Зеленский в курсе, будут бить или не будут бить по Москве, и что будет предпринимать. Или не в курсе. Или он его ставят, он согласовывает или принимает решение. Ведь последние удары, да, вот даже вот эти там, как это, магистральные санкции, как он называет, это же все-таки, ну вот там глагол согласовывают. Я согласовал, я там что-то согласовал. Так он решает или не он решает? Понимаете, это ну, очень важный вопрос, он потому что наверняка если ему мы берем и попытаемся, ну, как-то вот сообразить, ну, вот, дальнейшее принятие решений. Ну, вот, например, выводить войска из Донбасса или не выводить войска из Донбасса. Все показывают пальцем на Зеленского, он же верховный главнокомандующий, должен принять решение. А он его не принимает. И более того, говорит, нет. То есть он может сказать нет, но может ли он сказать да? Ровно точно так же по завтрашнему вероятному обстрелу парада. с парадом все-таки проще ситуация, поскольку понятно, что вывод войск из Донбасса, он может, ну, если вместе с этим он сразу может писать заявление об отставке, вывод автоматически политически обнуляется, и вопрос в том, что еще на инициативу заявляет о том, что президент, ну, дескать, зрада и так далее, и поэтому вот с парадом наверняка, даже если кто-то и принимает решения помимо Зеленского, и в том числе и внешних игроков, но мимо него это точно не пройдет. И вот, как говорится, здесь он может сказать, та ситуация, когда можно сказать и да, и нет. Ну, я думаю, надеюсь, что он скажет нет, даже если будет принято такое решение. Мгм. Ибо понятно, в военном отношении, что даже если прилетит по Москве, это никаким образом не влияет на ситуацию, на фронтовую ситуацию. Равно как и даже если разнесут весь центр Киева, это ровным счетом не отразится на способности Украины продолжать войну. Просто простой пример. Вот сейчас гуляет по поводу Германии во Второй мировой войне. Англичане довольно жестко бомбили германские города по ночам, массированно, превращая, как говорится, в труху и обломки. Ну, достаточно вспомнить бомбардировку Гамбурга или Кёльна. Но, несмотря на массовые жертвы, а гибли мирные жители гибли десятками тысяч, это не на боевом потенциале вермахта, ни на способности, ни на настроении германцев помочь. И уровень поддержки режима оставался на неизменно высоком уровне. Вот американцы нащупали Кощееву иглу. Удары по заводу по производству подшипников в Швайнфурте, заводы по производству синтетического горючего Лейна, вот, оказались той самой Кощеевой иглой. Немцы, да, пытались восстанавливать и там закупать подшипники в Швеции, но это самым фатальным образом отразилось на боевом потенциале вермахта, поскольку без горючего далеко не уедешь. А горючее – это авиация, это танки, как бы не так. Вторая мировая война была войной моторов, и несмотря на то, что эти бомбардировки носили более локальный, более точечный характер, плюс у американцев был такое чудо техники, как прицел Норден, который позволял попадать с 6-7 тысяч метров высоты в круг диаметром там, менее сотни метров, вот, то есть поражать конкретно цеха. Э, Эффект американских бомбардировок, они, правда, были дневные, американцы бомбили днем, это оказалось намного эффективнее, нежели вот эти бомбежки британцев, которые по ночам стирали с лица земли целые города. Какие перспективы
у войны. Выходит Сырский, это вот прям во время нашего эфира, значит, ну, и говорит, что наступление идет, российская армия, значит, по всей линии фронту, и перегруппировку производит войск, и украинские военные продолжают выполнять задачи на территории России. Наше присутствие на Курской области сохраняется. Наиболее напряженным сейчас является Покровское направление, где россияне сосредоточили 106 тысяч личного состава. Понятно, Покровское направление, горячее наступление по всему фронту. Андрей Владимирович, какая Курская область? О чем Ну, он? я не знаю, что он принимает. Нет, ну правда, ну о какой Курской области идет речь? Это Сумская имеется в виду уже теперь Ну, Курская? может быть, он перепутал, действительно, потому что Курская операция плавно переросла в Сумскую. И действительно там э, боевые действия явно идут не на территории Российской Федерации. Может быть, тоже пребывает в параллельной реальности, но для Главкома одно дело там для политика, а другое дело, если Главком вот, не стоит ногами на земле, ну это просто беда. Ну, то есть у нас получается какая-то, ну, они несут какую-то ересь, ну, вот Ну, если это честно. полная дичь. Это полная дичь. Вот, а если мы взглянем Deep State, ну, не заподозришь в продвижении вражеских нарративов. Там все вполне рисуется знакомая картина по другим городам, по Угледару, по Авдеевке, то есть постепенный охват. Ну что, на очереди славянско-краматорская агломерация. Я не знаю, что там на Покровском направлении, но то, что обжимают потихоньку вот этот последний кусок Донбасса, контролируемый Украиной, это, по-моему, ну, взглянув на карту, становится совершенно очевидно. И это, скорее всего, это вопрос времени. Поскольку ситуация повторялась с такой неизменной регулярностью по отношению к другим городам, я вижу, в полной мере это происходит сейчас и в отношении Славянска и Покровска. На то, что еще месяц назад мы говорили о том, что середина мая начнется активизация наступательных действий российских войск, по-моему, тут совершенно очевидно, тут секрет Полишинеля. Посадки, в посадках появляется зелень, листва скрывают, создает возможности для штурмовых групп потихонечку накапливаться, прятаться от дронов. Вот, по-моему, ленивый только об этом не говорил. И никакой, что это, сюрприз для сырского наступления. Значит, давайте еще обсудим очень знаковое, ну, 9 мая же завтра, да, и вот сегодня 8 мая на сайте Белого дома Трамп заявил, что они победили во Второй мировой войне. Это прям красиво, ну, как всегда, да, в принципе, от Трампа ожидаемая история. Мы победили, мы победители, вы все остальные пошли вон. Ну и хорошо, победил и хорошо. Но что с Ираном происходит у Трампа? Слушайте, прям бои спорадически там у него вокруг Вормузского пролива. Рубио говорит, да нет, это вообще это не эпическая ярость, это все, мы уже там почти все и закончили. И операцию «Свобода» тихонечко слили. Все слили, все закончили, а война идет, а бомбежки идут. Какая-то странная история. Что вы думаете по поводу перспектив этой войны и не является ли... Ну, я понимаю, что, конечно, Трампу проще как бы его смахнуть, как грязь от лаптя, чтобы отлетела эта тема, но она уже просто так не отлетит. Все страдают от этой истории. Это в Соединенных Штатах называют эффект тако. Трамп always chicken out. Трамп всегда пасует. Вот. И буквально вчера в Нью-Йорке Международный торговый суд очередной раз забанил трамповские тарифы. И, судя по всему, пока, как политтехнолог, вижу для республиканцев абсолютно безрадостную ситуацию. То есть, если не произойдет какого-то чуда, то республиканцы вынесут в одну калитку. Да, и в Конгрессе, и в Сенате они останутся, но они потеряли большинство. И перечеркнут перспективы Венса, Рубио или пойдет.
Ну, все движется к этому. И хорошие сделки по Ирану у Трампа уже нет. Ну, я остаюсь при своем мнении о том, что то, о чем договорился в 2015 году Обама, ну, для Соединенных Штатов куда более, скажем так, лучшие условия, нежели то, что получит Трамп. А время, да, сейчас играет на Иран, невзирая на военные потери, но тем не менее 50%, как минимум 50% потенциала баллистических ракет, дронов Иран сохранит. Это оценки военных экспертов. И что дальше бомбить, ну, по-моему, теоретически такая возможность есть. Трамп заявил Конгрессу о том, что операция закончена, 60, то есть уложился в 60 дней, которое, ну, то право, которое ему дают без Конгресса. Теперь можно снова начать на 60 дней, но э, это единственная война, и Вьетнамская война начиналась тогда при Линдоне Джонсоне. Уровень поддержки в американском обществе был несколько выше. А сейчас просто провал. Ну, явно авантюра. Кстати, и для произраильского лобби это может обернуться колоссальными проблемами, ибо у демократов набирают как раз, судя по всему, будет в тренде как раз санкции в отношении Израиля. Вот об этом будут рассказывать будущие конгрессмены-демократы на ближайших выборах. То есть все поворачивается очень плохо для Трампа и его союзников. А Саудовская Аравия запретила использовать свои авиабазы Соединенным Штатам. Вот более чем наглядное свидетельство того, что та архитектура, которая выстраивалась Соединенными Штатами в отношении баланс между Израилем и саудитами на Ближнем Востоке, все это посыпалось. Все. Американоцентричный мир приказал долго жить. А Трамп, который начал этот год за здравие с похищением Мадуро, ну, как всегда, от великого до смешного один шаг. Трамп превращается, учитывая то, что он всегда пасует, и его слова не подкрепляются делом, ну, для политика это превратиться в посмешище, это худшее, что может случиться. Нет, ну почему? Есть всегда очень интересное. Ну вот смотрите, они выдали какую-то записку про Эпштейна, уже как бы Эпштейн, ну, все, там, самоубийца, все такое. Эпштейн, проехали эту тему. Значит, и сейчас вот новая версия, причем так интересно, там уже в экспресс-варианте, детально это отслеживать, конечно, очень интересно, но вот не было времени за всем остальным. Они же опубликовали доступ к файлам об НЛО в Пентагоне. Причем там уже некоторые есть фрагменты, например, ну не то что подлога, а объяснимых вещей. Ну вот там объяснимых. Ну там графическая какая-то история специально делали ФБР, когда там эллипсиод. Ну, в общем, такие материалы, которые, ну там увидели Аполлон-13, вот эту миссию, как там возле Луны чего-то там сияло, что там сияло, ничего, непонятно. И там какой-то кусок железа, который инопланетный сплав, а это просто какой-то там оказался чугун рядом с железной дорогой, какой-то там распеченный, да, от какой-то температуры. То есть, ну, в общем, среди прочего есть много объяснимого. Есть такая версия, что нам вот этих инопланетян подсунут, ну, таких, рукотворных. И чтобы, в общем-то, все бросились туда, опять-таки, чтобы отвлечь от каких-то, ну, не очень хороших шагов политических. Ну, это же классика жанра. Хвост, который машет собакой. Ну, там схожая ситуация. Президент, который там совращал несовершеннолетнюю, чтобы перебить скандал, начинаем войну с Албанией. Не важно, что это война чисто номинально срежиссирована деятелями из Голливуда, но тем не менее все очень наглядно. Вот эти законы информационного спина, они работают и в Соединенных Штатах, и у нас как только тоже какая-то жопа, у нас начинают активно забивать, у нас начинается очередной модный срач, у нас находят тему для скандала,
для хайпа. И, естественно, на этом фоне оно все это очень плотно забивает нежелательные для власть придержащих темы. Ну, тот же с тем же записями прекрасно видим, что это на фоне истерии вокруг того, прилетит, не прилетит по Киеву, а ударят ли ядеркой. Оно как-то все это проделки Умерова уходят на второй план. Никому нет до этого. Проделки Умерова, вообще, конечно, внутри какая-то такая возня нездоровая политическая происходит. Сейчас, кстати, передают, вот вечер, пятница, но опять-таки, это всегда так было. Ну, то есть, вот знаете, вот мне так нравится, это днем сегодня где-то увидел. Вот, москвичи уезжают из Москвы. Так, Все, боятся. Понимаете? Ну так пятница, конечно, они уезжают из Москвы, понимаете? и Точно, вот здесь, Житомирская трасса, вот час назад лицезрел День освобождения Киева. то есть точно так же. Вот И каждый смотрите, до дому, до хаты, да, 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 да. киевляне уезжают. Картинки, там такие возбужденные там пользователи ТикТока, куда они все едут, что происходит, а там прям пробки такие. Но так же, ну это же всегда так было. Или все-таки Да. Это, более киевляне, того, это или все-таки каждую киевляне неделю. испугались киевляне? Или все-таки что? Или Ну, вот связано это с вот этими угрозами? смотрите, есть те, кто и испугался, такие встречаются. Вот, особенно люди впечатлительные, среди прекрасного пола. Есть те, кто испугался, и там, как бы воспринял это как руководство к действию. Но каждая пятница – это день освобождения. Традиционно в пятницу очень большой трафик в западном, в южном направлении. Киевляне разъезжаются на дачи, к родне и так далее, особенно с учетом того, что уже тепло. Ну, то есть тут ничего аномального нет. Конечно, если стать там с камерой и там, заснять этот поток, то может сложиться ощущение того, что массово валят. Но это, опять же, в случае, когда сову натягивают на голову. Мгм. Да, друзья, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего вопроса и перейдем к вашим вопросам. Их много на фоне вот этой всей истерики вокруг, что будет 9 после 9. Значит, дойдет ли до тотальной войны между Россией и Украиной? 8% нет, скоро полноценный мир. 24% нет, обойдется, но еще война потянется какое-то время. 25% дойдет до тотальной войны, когда будет готова Европа и включится в эту войну. Ну и 43% считают, что уже дошло. А правда, слушайте, вот тотальная, не тотальная война. А это сейчас что происходит? Да, Пятый год. ну, по-моему, Саша, ну, по-моему, все уже, кроме ядерки, используется. Включая боеприпасы объемного взрыва, ну, разве что не видели оружия, основанного на иных физических принципах, там, и гиперзвук и так далее, но, возможно, на этом, как говорится, пока на картинке и в мультиках, но все остальное, что в арсенале российской и украинской армии, все применяется. Но говорить о том, что это война тотальная, если взять количество жертв среди мирного населения и здесь, и там, все-таки до тотальной войны это не дойдет. Количество жертв среди гражданского населения и во Вторую мировую войну, и во Корейской, Вьетнамской войны, даже Иран и Иракской войны, там тоже была война городов, когда Иран и Ирак обменивались авиационными, ракетными ударами по Тегерану, по Багдаду, но здесь все-таки процент жертв среди гражданского населения на порядок меньше. И говорить о тотальности войны не приходится. И война тотальная, выносится вся гражданская инфраструктура. Ну, у нас в Киеве худо-бедно электричество есть, да, там, понятно. Зимой были серьезные перебои, но водопровод работает, канализация работает. Поэтому тотальность, понятно, для части людей так это выглядит, ну, для части аудитории это выглядит апокалиптично, то, что сейчас происходит. Если там представить картины этой войны 25 лет тому назад мог только человек с неуравновешенной, с больной психикой. Но, тем не менее, сегодня это реальность. Но это еще не тотальная война.
Так, давайте переходить к вопросам. Из клуба зрителей интересуется у вас, что это у вас за кресло? Антикварное какое-то, Анна, интересуется Нет, нет, нет. постоянно Это, как бы все привлекает внимание. ну, это малайзийский новодел, не антиквариат. Я не настолько богат, чтобы разбрасываться деньгами на покупку антикварной мебели. Хорошая мебель. Антикварная мебель, она стоит ну, покруче, чем компьютерное кресло или даже самое шикарное директорское кресло. Это достаточно удобно. Просто удобно и пользуюсь. Сколько? Лет 20. Я думаю. Так, поехали сообщество YouTube. Неужели наши правители отважатся на безжалостный шаг с обеих сторон? Какова вероятность, что отважатся? Татьяна спрашивает. Она не нулевая, но я надеюсь, что не отважится на столь безжалостный шаг, понимая о том, что масштаб человеческих жертв, которые может повлечь, все-таки какая-то толика ответственности должна оставаться. Невзирая на то, что нами управляют люди предельно циничные, которые не смущает чья-то пролитая кровь. Надеюсь, все-таки вот тут тот случай, когда стоит прийти в адекватность. Так, значит, да, друзья, очень много поздравлений с Днем Победы. Вас тоже с Да, наступающим праздником, с Днем соединяюсь, Победы. да. Присоединяемся, потому что все-таки как там ни крути, что там не выдумывалось, но, ну, давайте честно, да, каждую семью. Ну, это уже другое дело, что никто не помнит, и все позабывали, поотметали, Но, плюнули в эту историю. Но на самом деле эта да, победа коснулась. повторяю слова, у нас тоже Расула Гамзатова забанили, как советского поэта, но дагестанский поэт говорит, кто выстрелит в прошлое из пистолетов, того будущее выстрелит из пушки. Я говорю, что вот уже прилетело. Это точно. Лина Востроилова. Вопрос. Парад Победы, символ победы над нацизмом. Зеленский против парада. Тем самым становится, получается, на сторону нацизма. Нет, ну у нас же все, уже все перевернулось. Вы же понимаете, что теперь, исходя из тех нарративов, которые насаждаются, пока Красная Армия отсиживалась в окопах Сталинграда, доблестная УПА громила нацистов в горах Карпат. Ну, а дивизия СС, она воевала, Вафен, 14-я гренадерская дивизия СС Вафен-Галичина воевала за Батьковщину. Вот уже и рассказывают на ясном глазу, что они давали присягу Украине. Но, знаете, вот, но вы не убедите меня в том, что в Германии в войсках СС был такой бардачина, что все дивизии Вафен-СС давали присягу не Германии, а лично Адольфу Гитлеру. Присягали Адольфу Гитлеру. И только 14-я Вафен-Гренадерская дивизия Галичина присягала Украине. Но на кого это рассчитано? Ну, очевидно, на тех, у кого вот так уши под 90 градусов, на которые можно любую лапшу намотать. Олег, вопрос Андрею. Является ли молчание западных партнеров по поводу нелегитимности Зеленского более весомым рычагом давления на режим, чем молчание по поводу крайней версии пленок Минтича? Ведь о коррупции писали достаточно, а выхлоп почти нулевой. А вот если в западных СМИ организовано о двухлетней легитимности, то резонанс коснется не только самого Зеленского, но и тех политиков, которые с ним встречались, а тем более договаривали. Заранее спасибо Да, за ответ, добра и света. безусловно, будут зафаршмачены. Но поскольку это наш сукин сын, то на это смотрят сквозь пальцы. И, а потом, да, потом политологи, журналисты будут упрекать западную политику в том, что не проявили принципиальности. И, вот, будут вспоминать прецеденты, когда и даже в условиях жесточайшей, допустим, Корейской войны Ли Сен Ман избрался президентом Южной Кореи. Да, это были, конечно, такие эрзац-выборы, шоу, ну, по-моему, Владимир Александрович шоу не впервые организовывал. Можно было бы держаться на соблюдение политеса. А так, конечно, сейчас это не, пока это никто не замечает. Ну, спустя постфактум будут рассказывать. Но это, по-моему, такой двойной стандарт, такой гамбургский счет.
Он традиционен для любой, для американской, для европейской политики. Ну, а что касается коррупции, как-то тоже коррупция такая вещь, она же бросает тень на другую сторону, на тех, кто поддерживает, дает, жмет руку. Поэтому предпочитают молчать. И учитывая то, что кто сейчас наиболее последовательно топит за поддержку, ну, тот же Мерц, ну, у него феноменально низкий уровень поддержки. Кстати, последние опросы. Альтернатива для Германии на 4% опережает ХДС. А Мерца 14-15%, ну, это катастрофически низкий рейтинг для бундесканцлера. Другой момент, правда, это пока еще ничего не дает альтернативе для Германии, поскольку действует еще тот Бранмауэр, договоренность системных германских политических партий не вступать ни в какие коалиции, ну а без политических партнеров, даже если они перевалят за 30%, сформировать правительство не получится. Вот можно, вот это один из таких, одна из гримас европейской политики. Вот и в Австрии та же ситуация с партией свободы. Да, побеждаешь на выборах, но поскольку ты воспринимаешься как контрсистемный фактор, с тобой никто не дружит, с тобой не вступают в коалиции, и в результате победитель оказывается в меньшинстве. Вот тут. Так, значит, Петр, вопрос. Андрей Владимирович, вы считаете, что Зеленский в полной мере управляет запусками ракет и дронов по России? Во-первых, наведение дронов и ракет явно исходит не из Киева, а ракетами еще и управление. А во-вторых, мы все понимаем, что вот его «я не лох» никуда же не делось. Ну, это секрет Полишинеля, то, что без возможностей американской спутниковой группировки, напомню, у Соединенных Штатов порядка 250 спутников, работающих на Пентагон и ЦРУ, вот, у британцев в 10 раз меньше. Вот как раз без американской и технических возможностей американцев не будет ни целеуказаний, ни ситуационной осведомленности. Это определенная фора и для украинской ПВО, и для сил беспилотных систем для нанесения дальних ударов, поскольку цели, как вот последний прилет по центру аэродвижения, необходимо очень точно. Ну, это точно навели западные. Ну, Конечно. смотрите, тем более такой объект в Ростове, да, то есть, Да. ну, до этого же туда даже как бы и не били. А тут вот прям Они- четко в окошко, как говорится, разворотили офис, поэтому все и стало. Да. Вот российским зетбойерам как раз стоит там не больше озаботиться не то, что какие там в труху, а заботиться как э, там, вот этим моментом точного наведения на цели. Пока мы видим, что у украинских операторов беспилотников это получается. И получается как раз благодаря технической помощи, очевидно, и элементная часть, электроника позволяет это делать. Ну, там еще, скажем так, Да, срисовали, срисовали саму конструкцию, ну, вот этих дронов, которые Ростов атаковали. Но это не вот эта атака была, а прошлая, да? Ростов, имеется в виду юг, ну, вот когда били. Вот это. лютый. Не лютый. Оказалось, что это как бы, ну, как бы похоже на лютый, но не совсем лютый, а вообще американский беспилотник. Ну, вот так оказалось. И его очень тяжело там перехватить было, ну, там, кто может перехватывать, и есть, конечно, силы и средства, чтобы это перехватывать, но они сейчас там на передке выполняют задачи, этот Рубикон, который, да, вот у них целая там, ну, скажем так, их отрасль, да, вот этого совершенствования. Александр, Рубикон – это инструмент тактического уровня. А в тылу вот подобных как бы мощностей нет, и вот с этим как бы озадачились, а дроны прям американские, ну вот прям срисовано конкретно американская ТТХ. Поэтому лютый-то лютым, как бы, но, знаете, тоже самолетного типа, и тоже там такие, чуть ли там большие, поменьше, всякие кукурузники, но с начинкой и с подходом американским. Ну, вы же взрослый человек, вы прекрасно понимаете, что не в КБ Антонова чертежи и вот эти наработки делаются. Равно как и вот это, ну, Миндич, это крылатая Адеробла, ну, из
пенопропиленовой трубы гигантских размеров, ну, очень напоминает какую-то британскую разработку, которая где-то фигуряла на выставке вооружений. Поэтому не исключаю, ну, понятно, что для кого сказки про то, что там на салфетке нарисовали эту ракету, а рецепт ракетного топлива из YouTube. Ну да. Так, поехали дальше. Вопрос. Доброе время суток. Что известно о маме и папе Зеленской? Проскочило видео, что папа помощник депутата, а мама состоятельная хозяйка одного из дорогих отелей в Египте. Что вы об этом знаете? С уважением, Луганчанка из Торонто. Честно говоря, я не любитель поглядывать в замочную скважину и личной жизнью политиков, прекрасно понимаю их материальные возможности. Там не только можно, там такой среднего размера городом можно приватизированным управлять, ну, если у тебя дочь супруга президента. То есть материальные возможности позволяют. Хотя, с другой стороны, вот приходится сталкиваться и с вот этими вбросами по поводу, чего там купила Елена Зеленская. Ну, А иногда не вбросами, чего вбросами. Бугатти, ну, Александр, ну, если бы написали, что она купила там супер-пупер какой-то лимитированный Range Rover, я бы поверил. Да, она любит комфорт. А вот Бугатти, ну, это машина, скажем так, не для комфортной езды, это для любителей острых ощущений. Разогнаться до 400 км в час, ну, у нее, по-моему, на лбу суицидальных наклонностей я не заметил. Поэтому то, это был явный такой вброс. А, без этого, учитывая возможности дипфейков, то есть что можно допустить. Но я думаю, у родителей Лены Зеленской все прекрасно, все хорошо. Вот. Жизнь на пенсию в 3500 гривен в месяц, такая судьба. Это точно. Да. Значит, вот такой вопрос от пользователя. Андрей. Общество в Украине показало, что даже смерть и беспредел не является триггером. Вопрос. Что пожнет оставшийся народ Украины и почему? Пожмет то, что цена человеческой жизни будет здесь не то, что копейка, полушка. Вот. Отсутствие каких бы то ни было нормальных перспектив в жизни в стране. И ведь у нас люди не умеют выстраивать понимание того, какими последствиями можно обернуться. Да, у нас наши записные турбопатриоты кричат русскоязычным: чемодан, вокзал, Россия. Но, ну и услышав их, многие действительно так поступают. Не обязательно в России, разъезжаются по всему миру. Но вместо них едут загорелые граждане Бангладеш. А Это вот да. это Так, ну, публика, смотрите, у нас тут приходят новости. Фица уже в Москве. ну, такая, Во- что ему там, возлагает, окольными путями там, отминая. возлагает, возлагает цветы и делает Да. заявление, что война в Украине близится к концу Чему? войны. Ну, все, Ну, конец. дай бог. Да, и вот тот случай, когда я был бы рад 1000 раз ошибиться. Вот, мне очень этого хочется ошибиться, но пока... Вот. Так вот, возвращаясь к этой теме. Приедут, но в отличие от этих, москворотых, чего хотят эти загорелые, вы не поймете, вы общего языка с ними банально не найдете. Да, они сначала будут спокойно трудиться, как говорится, от забора и до обеда. А вот потом, когда они, их наедет чуть-чуть больше, когда туда подтянут еще и семьи, когда они собьются в стае, ой, вот тогда они будут вязать вам войну. И зачастую вот там, где вы попытаетесь сказать нет или, скажем, продемонстрируете свое, к ним, свое негативное отношение, ну, тогда могут и зарезать. Посмотрите в Европу, Германию, Францию.
чтобы убедиться. Поэтому люди у нас очень часто не понимают последствий своих действий, что, как говорится, мы бьемся насмерть во вторник за среду, но не понимаем уже четверга, как пел Юра Шевчук. Вот это в полной мере касается Украины. Пока среди тех, кто, кажется, на подходе, я не вижу никого, кто бы мог хотя бы связано объяснить, с чего будет существовать государство, которое не в состоянии гарантировать ничего. Ни жизнь, ни образование, ни здоровье своим гражданам, ни защитить их толком. Да, значит, друзьям, значит, следующий вопрос от Андрея. Надежд на Трампа больше нет. Надежд на блицкриг Кремля тоже нет. Надежд на пленки Миндича нет. Все получается. Будет война до последнего украинца. Нет, ну, надеюсь, парагвайского варианта не будет. Возможно, деньги, люди могут получиться, другие ресурсы. И Трамп еще, как говорится, как Бельмондо. Я еще не выкурил свою последнюю сигарету. Вот так. И у Трампа, он еще не сказал свое последнее слово. А Трамп, все-таки, тем более, учитывая его импульсивность, он же может махнуть рукой, в этой руке может быть зажато нечто тяжелое, типа бейсбольная бита или клюшки для гольфа. И кого-то огреть. Так, следующий вопрос. Оксана. Медведев сказал, что нужно вызывать у Европы животный страх перед Россией, чтобы не допустить бойни в будущем. Может, это и будет целью асимметричного удара по центру Киева? Если 3-4 орешника упадет в Киеве, сказать, что орешник прилетел, а в томике Ленина спрятать последствия точно не получится. Если бункер Зеленского снесут показательно, может, и в Европе задумаются? Дело в том, что те бункеры, которые там на Печерских пагорбах строились еще в советское время, на совесть. Да, по Ижмашу прилетело, но кое-где там говорят, и поразило подземные цеха, но последствий не катастрофических. А что, ударить ядеркой по Киеву? Но Медведев, он, к сожалению, для либералов, для которых он был подающим надежды, молодым президентом, он превратился в такое заместителя покойного Жириновского. Что, как говорится, в Кремле на уме, то Медведева в Твиттере, в соцсетях. Так или иначе, но животный страх. Ну, по-моему, страх остался еще из 44-45 года. Ведь как бы там ни было, но немцы до сих пор помнят, что такое наступающая Красная Армия. Я там не буду пересказывать мифологемы о том, что тогда происходило, но те, кто служил в ГДР, это знают. Поэтому животный страх, ну, знаете, я боюсь, одним из факторов, почему разговоры о ядерке абсолютно контрпродуктивны, что может вызвать животный страх, использование ядерного оружия, но также, да, товарищ Си. Для Китая это принципиально важный момент, учитывая то, что ядерные арсеналы Китая серьезно уступают и России, и Штатам, вот, да и симпатии глобального юга. Ведь если кто-то вытаскивает из-за пазухи то, чего нет у тебя, ну, возникают сложные смешанные чувства, и это чувство не самое доброе. А для Кремля важно как раз завоевать симпатии глобального юга. А не сидеть в странах глобального юга, кроме Пакистана, Индии, у кого еще есть ядерная бомба. ЮАР в свое время отказалась. Теперь, наверное, теперь, возможно, сожалеют об этом, но факт есть факт. Глядя на Ким Чен Ына, от которого уже отцепились, там тоже все вокруг Северной Кореи накалялось, пока он не показал о том, что у него есть и бомба, и средства доставки. От него отцепились. Да, перейдем в чат трансляции. Значит, по чату трансляции. Вопрос вот такой. Злость и ненависть человека
не имеет границ. Как вы считаете, СВО перейдет в полномасштабную войну? При этом Россия запросит помощь у Китая. Может, это и сдерживает глобальный Запад? Ну, пока никаких предпосылок того. Во-первых, нет такого договора, как между Российской Федерацией и КНДР, где четко прописан военный аспект взаимопомощи. С Китаем этого нет. И Китай, ну, для Китая Россия это прежде всего э, ресурсная база. Китай ресурсодефицитная страна. И Си Цзиньпин, который поставил целью построить среднезажиточное общество, он к этой цели движется. И пока у него в этом плане его все устраивает. СВО, ну, это уже давно не специальная военная операция, потому что изначально СВО это была такой военно-полицейская операция, которая должна была привести к смене режима на лояльный России, по крайней мере, убрать недружественный режим, но с этим ничего не получилось. И с середины 22 года уже пошла полномасштабная война. То есть говорить о какой-то военно-полицейской операции, специальной военной операции, вот эти, извините, эти пропагандистские эвфемизмы, когда имеем фронт протяженностью 1000 километров, на котором используется ну, все что угодно, но кроме полицейских людей, конечно. Вот. Но это полномасштабная война и самая большая и кровавая война в Европе с момента окончания Второй мировой войны. Так, вот такой вопрос. Сергей, почему украинцы согласились на очевидный самообман, выставив себя сначала в качестве жертвы, а затем якобы важного игрока в противостоянии России и Запада? Такое положение очень льстит? Ну, очевидно, это положение ну, хотя бы имеет перспективу быть оплачиваемым. М, И, во-вторых, даже пребывая в не самом завидном положении, всегда хочется приподнять свой статус. Да. Хотя бы чтобы было, даже если это не так, хотя бы ощущение своей субъектности и значимости. Кстати, в политике это сплошь и рядом. мгм. Хотят, ну, если не получается быть, то хотят хотя бы казаться. Так, ну и много, конечно, поздравлений с Днем Победы, друзья. Всем, конечно же, большое спасибо за эти поздравления и за то, что мы сегодня э, ну, скажем так, в преддверии Дня Победы вот были на прямой связи с Андреем Владимировичем. Спасибо вам большое за время и мысли, и с наступающим. С наступающим 9 мая. Друзья, берегите себя, добра и света, несмотря ни на что. Увидимся.